Уважаемые участники конференции, семья Дибай выражает глубокую благодарность и признательность всем организаторам ГАИШ Москва, КРАУ, Южной станции ГАИШ за замечательную идею и организацию конференции «Галактики с активными ядрами на масштабах от черных дыр до родительской галактики», посвященной 90-летию со дня рождения Эрнста Апушевича Дибая. Надеемся, что данная конференция будет проведена успешно и плодотворно. Мой папа, Дибай Эрнст Апушевич, родился в Казани в 1931 году. Его отец, Апуш Ахмадевич Дибай, строил Днепрогэс. Потом, получив юридическое образование, работал юристом. Мама Хамдия Агатовна уже в 20 лет была директором детского дома. После окончания медицинского факультета Казанского государственного университета занимала руководящие должности. Семья была крепкая и дружная. На лето они выезжали за город, в частности, на территорию обсерватории на реке Волга. Там школьника Эрика заинтересовали какие-то здания, башни, телескопы, и впервые зародилась его любовь к астрономии. Потом в 1944 году его маму, Хамдию Гатовну, назначили главным врачом костно-туберкулезного санатория в обсерватории. Она жила там постоянно, а ее дети Эрик и сестра Лиля приезжали туда на выходные. Эрик часто убегал в астрономическую обсерваторию и проводил там практически все свободное время. В то время директором Казанской обсерватории был Дмитрий Яковлевич Мартынов. После знакомства с ним интерес к астрономии у папы еще больше усилился. Оттуда он писал письма своему папе на фронт, рассказывая, что сделал небольшую подзорную трубу и ночью выходил смотреть на звезды. В старших классах он увлекался фотографией, шахматами, много читал, собирал оптические стекла разного диаметра. И позже он собрал небольшой телескоп длиною до 1 метра. Его семья жила в Казани в доме с большим балконом. И все вечерние часы он проводил на этом балконе, смотря в свой телескоп и с радостью показывая родным светила, рассказывая очень убедительно и доходчиво. После окончания школы с отличием выбор был сделан, и он поступил на астрономическое отделение Казанского государственного университета на отделение физфака. Он часто бывал в астрономической обсерватории, жил там по несколько дней, наблюдал, исследовал. Папа закончил университет с отличием в 1954 году. После окончания его университета его, как лучшего студента, забрал с собой в аспирантуру Дмитрий Яковлевич Мартынов в ГАИШ МГУ. Папа был щедро одарен от природы, но также многого добился своей целеустремленностью и работоспособностью. Вторым большим увлечением папы была музыка. Этому способствовало его знакомство и дружба с Олегом Нустремом, дирижером и руководителем джазового оркестра в России. Папа хорошо играл на кларнете и на саксофоне, позднее на гитаре и на пианино. Во время учебы в аспирантуре в Москве он также играл в оркестре Юрия Саульского в Центральном доме работников искусств. Также он принимал участие в 1957 году в Международном фестивале молодежи и студентов. И в качестве музыканта оркестра Юрия Саульского снялся в знаменитом фильме «Карнавальная ночь». Помню много джазовых пластинок дома на пленках. Все джазовые произведения прослушали мы с мамой часто, и она пела их до последних своих дней. Выбрал он для себя астрономию, но любовь к музыке осталась на всю его жизнь. В 1958 году папа защитил кандидатскую диссертацию. В 1961 году возглавил Южную станцию в Крыму, и мы всей семьей переехали туда.
Мне тогда было 6 лет. Первое, что я помню, это ночное небо с огромными звездами, фруктовые деревья, грибы, красивые горы, грибы-маслята под соснами. И также было много красивых цветов, розы и голландские тюльпаны. Это место было для меня как настоящий райский уголок. Помню, папа много работал. Утром уходил на работу на башню, там был его телескоп. Ночами он наблюдал. Спал он только вечерами по 2-3 часа, не больше. Также он отлично справлялся с организаторскими способностями, с организаторскими делами. Мама тоже много работала, учителем химии в школе, ходила в походы с учениками, делала опыты, иногда брала меня в походы с собой. Вечерами, когда была ненаблюдательная погода, папа с мамой и я пели песни под гитару или пианино, романсы или бардовские песни. Я тоже занималась музыкой 7 лет, игрой на пианино. И унаследовав от папы хороший слух, до сих пор играю на гитаре, ему страшно благодарна, так как он научил меня за 2 вечера игры на гитаре. Помню, как приезжали много друзей из разных городов, из Москвы, из Бюракана, из Ленинграда, из Узбекистана. Его лучший друг Марат Аракелян, Валентин Есипов, к сожалению, уже покойный ныне. Я была подростком и помню не научные их разговоры, а только их вечерние посиделки с песнями и с гитарой. Один друг из Узбекистана научил делать папу настоящий узбекский плов. Это было его фирменное коронное блюдо, это было очень вкусно. Папу любили все. Он был удивительно скромным, умным, с большим чувством юмора, очень корректным и относился ко всем только с уважением. Вместе с коллективом отмечали разные юбилеи сотрудников южной станции. Неизменно папа играл на гитаре, и все пели. Вечерами, когда папа уходил наблюдать, мама мне рассказывала про его любовь к астрономии и к музыке. В 1965 году родился мой брат Алик. Он внес бурную энергию в нашу семью. Он лазил по деревьям, приносил зверушек в дом, животных, очень любил животных. Позже он получил медицинское образование. В 1969 году папа защитил докторскую диссертацию. На лето мы всей семьей уезжали в Коцевеле, на море. Было очень хорошо. В 1971 году я в 16 лет уехала из дома и поступила на механико-математический факультет Казанского государственного университета. Но на южную станцию я приезжала на все каникулы. До сих пор у нас с братом самые теплые воспоминания о замечательных людях, о потрясающем месте, о нашей родине. В 1977 году папа с мамой и братом переехали в Москву. Папа работал на кафедре астрофизики ГАИШ, мама на химфаке МГУ. В Москве папа много работал. Преподавал, подготовил 7 кандидатов наук, многие из которых позднее стали докторами наук. Студенты его очень любили. Особенно они любили его уникальный курс «Теория размерности в астрофизике». Он ездил с лекциями по разным странам, в частности, провел несколько месяцев в Кембриджском университете, ездил в Болгарию, в Германию и в другие обсерватории других союзных республик. Несколько раз папа брал меня с собой на конференцию в Бюракан и в Боржоми, в Грузию. Там я познакомилась с замечательными учеными Шкловским, Зельдовичем, Сюняевым, Черепощуком. На последние годы его жизни пришелся пик его научной активности. Он спешил накопленные знания своей интуиции вылить в цепкие формы концепции о природе активных ядер. Он делал много докладов в ГАИШ, в ИКИ, написал серию статей в астрономический журнал, членом
редколлегией которого он являлся. На тот момент он являлся автором более 100 печатных работ и занимал заметное место среди астрономов, работающих над проблемой негалактической астрономии. Кроме увлечения астрономией и музыкой, папа играл в волейбол, играл в шахматы, много читал, увлекался историей, ездил на гоночном велосипеде. Минуты отдыха он переводил книги с английского на русский. В основном это были детективы. Очень любил детективы Агаты Кристи. Все его переводы в печатном виде до сих пор сохранены в Москве. С 1976 по 1996 год я работала в Институте космических исследований под руководством сначала Шкловского, а далее после его смерти под руководством Кардашова. Эти замечательные ученые вспоминали папу только добрыми словами. Также привожу пример и вспоминаю на всю жизнь пример большой любви между папой и мамой. До самых последних дней она была его опорой, поддержкой и путеводной звездой. После смерти Эрнста Апушевича Дебая в 1983 году мама 5 лет каждый день занималась его архивами, фотографиями, бумагами. Ее большая заслуга в том, что южной станции Гаиш было присвоено имя Эрнста Апушевича Дебая. Также его имя присвоено малой планете 2385. После смерти папы мама часто ездила на южную станцию. Ее всегда принимали с большим радушием, теплотой и любовью. Все ее оставшиеся до кончины дни, до ее ухода в 2019 году, имя папы никогда не сходило с ее уст. К сожалению, из нашей семьи никто не последовал примеру папы по линии астрономии. Но мой сын Эльдар стал музыкантом, закончил консерваторию, выиграл международные конкурсы. Другой сын, Никита, внук Дебая, виртуозно играет на пианино и поет. Правнук Дебая, Тимур, 7 лет, виртуозно играет на скрипке. Мы, дети и внуки Эрнста Апушевича Дебая, очень благодарны коллективу Гаиш, Москва, КРАО и южной станции Гаиш за организацию проведения международной конференции в память 90-летию Эрнста Апушевича Дебая. Спасибо.